И еще раз здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 14 марта. Извините, что так поздно сегодня выпуск. Ну, меня телевизионщики замахали, то есть задержали на лишних пару часов. Так бы выпуск появился, наверное, часа на полтора раньше. А потому сегодня кратко, сухо, только по военной обстановке. Итак, что у нас происходит на юге? На юге, в районе Николаевской и Херсонской областей, происходит вот что. Баштанка, утром был нанесен авиационный удар. Должна была состояться сегодня попытка зачистки. Результат, я думаю, скажу уже завтра. Также интересное событие происходит в районе Первомайска. Вот этот вот выделенный выступ в сторону востока от Николаева, это поселок Первомайска. Он очень удобен. Почему он такой выдавленный? Да? Потому что там получается такое небольшое длинное водохранилище, ставок, называйте так хотите. Да? И вот оно, с учетом взорванного моста через дорогу по направлению на восток, позволяет удерживать эту позицию из Николаева довольно легко. А вот зацепиться российским войскам за эту позицию очень и очень трудно. Именно поэтому есть такой сейчас выступ. Но здесь сегодня шли бои. Работала артиллерия, работала авиация. Также завтра утром постараюсь узнать, что там, чем закончилось. На Криворожском направлении российская авиация уже тоже наносит удары, наносятся артиллерийские удары, то есть наносится огневое поражение тем выдвинувшимся заслоном ВСУ, которые есть на границе Херсонской и Днепропетровской областей. Также сегодня были очень серьезные артиллерийские обстрелы с российской и с украинской сторон в районе Запорожья-Орехова. То есть были очень интенсивные артиллерийские дуэли, которые говорят, что и здесь линия фронта в ближайшее время может сдвинуться. Ну а главное направление на сегодняшний день это направление на Курахово. Судя по вечерней сводке, российские войска еще немного продвинулись вперед. И в целом они уже прошли более половины расстояния от Угледара до Курахова. Но, правда, за эту линию, с учетом рельефа, украинские вооруженные силы попытаются задержаться. Потому что если они ее не удержат, ну тогда обрушение Донецкого фронта станет вопросом нескольких дней. То есть, скорее всего, завтра российские войска выйдут на эту линию и поглядим, чем это все закончится. Также уточнение по Гуляйполю. Мне местные ребята позвонили, сказали, что нет, в Гуляйполе никаких русских войск не было. Все это пока обман. Ну и вечером также пришло подтверждение того, что я сказал в утреннем обзоре, что идут бои за Северодонецк, идут бои за Рубежное. И с учетом той информации, которая есть у меня, а именно то, что на самом деле основная масса тяжелой техники в этом районе ВСУ уже подавлена, артиллерийская группировка в основном подавлена, я так понимаю, долго они там не удержатся. То есть день-два и мы услышим об освобождении и Рубежного, и Северодонецка. Мариуполь сегодня ничего говорить не буду, там ситуация пока до конца непонятно, куда продвинулись российские войска. Очевидно, что они продвинулись довольно значительно, с учетом того, что сегодня во второй половине дня начали вывозить с левобережья в больших количествах мирное население, которое на протяжении многих дней испытывало голод, лишение и даже отсутствие воды. Люди просто растапливали снег, чтобы напиться. И вот для многих сотен, а может, надеюсь, тысяч мариупольцев эти страдания закончились. Но подробности уже будут завтра. И еще очень интересная новость пришла из Славянска. Местные жители, которые живут в этом городе, давно живут, сказали, знаете, впервые мы услышали то, что не слышали более 7 лет. А что именно они услышали? Они услышали выстрелы тяжелых артиллерийских орудий, которые, как и в 2014 году, расположены вокруг города. А о чем это говорит? А с учетом того, что дальность этих орудий где-то порядка 18-19 километров, ну нормальная дальность более-менее для точного выстрела в районе 15 километров, это говорит о том, что именно на этом расстоянии уже от Славянска находятся российские войска. То есть вы поняли, канонада из Славянска говорит о том, что российские войска подходят к этому городу. И то, что мои зрители еще по моему ЖЖ читали те сводки, те же населенные пункты 7-8 лет назад, вот эти самые населенные пункты, вот эти самые сводки, скорее всего, вновь будут у нас на устах. По Харькову идут бои в районе Малой Рогани, идут бои в районе Дергачей. Кто не в курсе, скажу, Малая Рогань расположена на востоке, восточный выезд из Харькова по дороге на Чугуев. То есть таким образом российская армия пытается отрезать Чугуев от Харькова. Ну и переходя на киевское направление, тоже очень интересное событие сегодня произошло. Мне местные жители сообщили о том, что российские войска уже вышли даже не на окраины Броваров. По сути, они уже находятся в черте города Броваров. И не просто эта разведка, это уже серьезная группировка, которая взяла контроль над Броварской развязкой. То есть объездная дорога от Броваров на Борисполь, вот эту развязку сегодня российские войска взяли под свой полный контроль. Ну и также пришли сообщения о том, что несмотря на то, что российские войска пока не вышли на трассу
Киев, Харьков, тем не менее, под плотным огневым контролем они уже ее держат. Вот такие вот новости, последние события, которые произошли на фронтах. Более подробно завтра, не утром, прошу прощения, наверное, во втором выпуске. Ну а в первом выпуске завтра утром я планирую рассмотреть очень интересное событие на внешнем контуре, напрямую не касающееся Украины, тем не менее касающееся глобальной схватки между США и Россией. Все, на этом по этой теме пока все. До свидания, подписывайтесь на канал, ну и до завтра.